Нефтяная отрасль России планомерно уничтожается. ИГИЛ может действительно быть организатором терактов в Подмосковье, а в Испании запретили Телеграм. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Взрывы на еще одном НПЗ в России, предупреждение от США и работа украинских партизан. И тут, конечно, вопрос интересный. Если оставим в стороне американскую просьбу, и что может за это быть, и стоило ли принимать просьбу союзников или нет, я предположу, что стоило, однако это отдельная история. Как связаны протесты польских фермеров с терактом в Подмосковье? Нападение террористов украинских? Франция и Германия строят военный завод на территории Украины. Сегодня мы достигли прорыва и, не преувеличивая, с таким проектом его можно назвать историческим. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на наши каналы и не забывайте про комментарии, это тоже очень важно. Поехали. Неизвестный дрон прилетел в Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Там начался пожар, зарево от которого было видно издалека. Мы можем лишь констатировать, что инцидент там был. В том числе этот объект используется в военных целях. Новокуйбышевский НПЗ производит топливо для реактивных двигателей, масел для ракетоносителей и легковых автомобилей. Даже несмотря на якобы предупреждение со стороны США, украинская разведка, скорее всего именно она, продолжает наносить ущерб российской нефтеперерабатывающей отрасли. Но с другой стороны, британская Минобороны считает, что России вряд ли удастся защитить свою отрасль от ударов украинских дронов. Во всяком случае, объяснить, как это все работает, мы попросили военного обозревателя Давида Шарпа. Если оно было, украинская власть, украинское командование решили в данном случае не принимать просьбу союзников и действовать в рамках вот этой вот стратегии. Стратегия подразумевает систематические удары, но это мы уж по фактам видим, по нефтеперерабатывающим заводам России. Здесь цель следующая. Во-первых, нанести ущерб экономике России, то есть чтобы и потребитель российский почувствовал на себе, на собственном кармане подорожание бензином, чтобы уменьшился российский экспорт бензина, уменьшился финансовое исчисление бензина и, возможно, нефти в целом. Хотя с нефтью тут как раз, если нефтеперерабатывающие заводы получают удары, то выходит, что как раз лишняя нефть остается, которую вроде бы, может быть, и можно продать. И в идеале все это может привести, если удары носят систематический характер, и их много, к серьезному экономическому ущербу и даже дефициту топлива. И тогда может стать выбор: топливо на военные нужды или топливо на гражданские. Но в этом случае, как в том анекдоте про отца-алкоголика, вы будете меньше есть. Не я буду меньше пить, а вы будете меньше есть. Значит, в этом случае, естественно, военным нужным будет отдано предпочтение, гражданский рынок пострадает еще больше, но тогда каждый россиянин почувствует на своем кармане последствия войны. То есть я вижу вот так эту цель, и этой цели можно добиться только если удары носят систематический характер, и вот этой отрасли наносится очень серьезный ущерб. То есть не пару процентов, которые приведут к какому-то небольшому подорожанию бензина или временным остановкам, а вот серьезно. То есть много, везде и постоянно. И, насколько я вижу, к этому украинцы стремятся, однако тут еще работы непочатый край. Но первичный эффект уже есть. То есть объемы переработки несколько упали, это мы видим по неким чуть ли не официальным данным. Естественно, экспорт упал, естественно, приходится переориентироваться на внутренние нужды. Но это не единственное неприятное для оккупантов событие. Взрывы в Мариуполе днем в субботу. О них пишет советник мариупольского мэра в своем телеграм, но деталей не сообщает. Оккупанты тоже о потерях молчат. Прилет. Северо-восток Мариупольского района. Без детонации. В оккупированном Мелитополе больше конкретики. Там бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины вместе с движением сопротивления уничтожили группу оккупантов с техникой. На территории временно оккупированного Мелитополя произошло 2 взрыва. В результате специальной акции ГУР-МО Украины и местного движения сопротивления успешное огневое поражение нанесено группе российских захватчиков и их военной техники. По предварительным данным, в эпицентре взрывов находилось около 20 российских оккупантов, 2 тентованных грузовика КАМАЗ и УАЗ «Патриот». В
США не ставят под сомнение участие ИГИЛ в теракте в Подмосковье и даже заранее предупреждали Москву об угрозе теракта. CBS News отмечают, что получили подтверждение этому от пресс-секретаря Совета по нацбезопасности Эдриан Уотсон, но не уточняют подтверждение чего именно – факта наличия информации у американских спецслужб или передачи ее российским. Источник ТАСС в российских спецслужбах подтвердил передачу данных. Нью-Йорк Таймс пишет, что речь идет о подразделении ИГИЛ, которое находится в Афганистане, а сам теракт – это месть России за ее действия в Афганистане, Чечне и Сирии. И сама организация тоже выложила в сеть фотографию с людьми в такой же одежде, как и нападавшие на Крокус-террористы. Действительно ли это могли быть представители исламского государства и можно ли определить профессионализм террористов по их поведению, по крайней мере из того, что и попало на видео, мы спросили об этом у военного обозревателя Давида Шарпа. Официально это исламское государство, считать его вот такой централизованной организацией было бы категорически неправильно. Сегодня, после того, как его основные филиалы были разбиты, в основном коалицией во главе с США, это отдельные филиалы, в частности, вот этот вот афганский, назовем это афганский, азиатский филиал Вилаят Хорасан, и разного рода загнанные, что называется, чуть ли не в подполье ячейки, небольшие филиалы. Но, что очень важно, это многочисленные сторонники, которые черпают, в том числе и в странах Западной Европы, и где угодно. Эти сторонники могут черпать свои вдохновение для своих действий, я имею в виду по инструктажу, в средствах массовой информации от ИГИЛ, от исламского государства. Например, оно дает директиву уничтожать тех и делать так-то и так-то. И сторонник, без того, чтобы он был связан непосредственно с какой-то структурой организации, принимает решение. Значит, в данном случае, поэтому говорить о каком-то общем почерке было бы неправильно. Однако есть общий бойцы и боевики, и террористы могут быть самые разные уровня подготовки и самых разных типажей. Однако есть общий подход, будь то исламского государства, будь то джихадистских организаций, ну назовем это так, действующих всемирного джихада, так называемых, действующих, скажем, ну примерно в канве Аль-Каиды и тому подобное. Значит, это массовые убийства тех, кого они считают врагами. А у исламского государства и у Аль-Каиды врагов очень много. Под это определение подходят очень многие, в том числе, кстати говоря, мусульмане и чиновники, в том числе мусульмане в разных странах, тех, кого они считают не стоящими на истинном пути. Действия, которые мы видели, во-первых, они говорят о том, что у них был план, что они, естественно, не случайно явились в Крокус-Сити, не проезжая мимо. У них был план, они знали, куда они идут примерно. Возможно, сами этот план готовили, возможно, им кто-то дал указания, куда и что. Ну а что касается стрельбы, то навыки владения стрелковым оружием были, как и та составляющая часть плана, где они решили поджечь здание, тоже говорит о том, что подход был не примитивный, потому что пожар мог и, вероятно, повлек значительное количество жертв. И пожар, кроме того, еще это и визуализация. То есть это зарево, это картинка, которая тоже нужна, будь то исламское государство, будь то другая организация. Как связаны польские протесты на границе с Украиной с событиями в концертном зале в Подмосковье, спросите вы. Нам тоже сложно установить связь сразу, но вот, к примеру, один из организаторов протестов польских фермеров, Петр Панасюк, проводит прямые параллели и фактически повторяет российскую пропаганду. Уже не впервые. Нападение террористов украинских на концертный зал в Москве. Россия должна дать сокрушительный ответ. Запорожская АЭС под угрозой блэкаута уже второй раз за сутки. Об этом пишет украинская Минэнерго в своем телеграм. Снова одна из линий электропередач была повреждена из-за обстрела. Второй раз за сутки Запорожская АЭС оставалась на одной линии питания. Прошлой ночью из-за обстрела была обесточена линия электропередачи 320 кВт, в результате чего была выведена с работы дополнительная схема питания станции. Кроме того, сообщения о том, что оккупанты хранят боеприпасы
непосредственно внутри станции и держат персонал фактически в заложниках, тоже не добавляют оптимизма. Когда россияне обстреляли линии в августе 2022 года, они специально их повредили, 750 киловольт и все остальные, потому что имели в планах переключение ЗАЭС на объединенную энергосистему России. Это было, напомню, август 2022 года. Поэтому всегда, конечно, дело в том, что резервные дизель-генераторы, конечно, могут работать какое-то время. Это зависит от количества топлива, запасов на станции. Но следует иметь в виду, что это все-таки оборудование, да, оно имеет обыкновение отказывать в неожиданные моменты, особенно когда не проводятся планово-предупредительные ремонты и техническое обслуживание. А с этим катастрофа на ЗАЭС, вот как раз как она живет сейчас, это я могу судить из своих источников от персонала ЗАЭС, которые еще там остались, и по информации МАГАТЭ. Франко-немецкая группа оружейных компаний KNDS открывает предприятие в Украине. Об этом пишет Bloomberg. Предприятие будет производить боеприпасы и запчасти для техники. Министр обороны Франции говорит, что размещение производства артснарядов ближе к месту ведения боевых действий сыграет важную роль для логистики. Кроме того, на встрече французского и немецкого министров обороны говорилось о прогрессе в создании нового совместного танка. Берлин и Париж достигли исторического прорыва в вопросе разработки танка нового поколения, известного как Main Ground Combat System, MGCS, который должен заменить устаревшие немецкие «Леопарды» и французские «Леклерки». Проект является вторым крупным в области вооружений между двумя странами вместе с их амбициями по созданию истребителя следующего поколения. Сегодня мы достигли прорыва. И, не преувеличивая, с таким проектом его можно назвать историческим. Мы договорились о распределении всех задач в рамках этого большого проекта о том, что делает Германия, что делает Франция и что мы делаем вместе. Все четко прописано, не оставляя места для интерпретаций или недопонимания, в том числе и со стороны. США выделяют странам Балтии 228 миллионов военной помощи. Такая статья затрат предусмотрена в бюджете, который разблокировали накануне в Сенате. Эта финансовая помощь посылает четкий сигнал о том, что США крупнейший союзник в рамках НАТО, приверженный безопасности и стабильности нашего региона. Все это происходит в рамках созданной в 2020 году Балтийской инициативы безопасности, главная цель которой – поддержка и развитие военного потенциала и совместимости армий 3 стран Балтии. В Испании запретили Telegram, об этом пишут местные медиа. Национальный суд запретил использовать мессенджер из-за того, что он якобы распространяет защищенный авторскими правами контент. Но информации об этом суду предоставлено не было, поэтому было принято решение о временной блокировке мессенджера и проведении дополнительного расследования. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов. Любая реакция очень важна для нас, ведь тогда YouTube показывает видео большему количеству людей. Но у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.